Истинные любители животных знают много удивительных историй, но подобные ситуации случаются снова и снова. В этом рассказе пойдет речь об еще одном необычном случае, который точно не оставит равнодушным поклонников милых зверушек. Стареющий пес просто приблизился к осиротелой лошадке, и то, что произошло дальше, удивило многих. Татьяна была владелицей крупной фермы, поэтому на их угодьях часто ждали пополнения. На этот раз к родам готовили лошадь. Счастливое событие должно было произойти со дня на день. Женщина охотно занималась столь непростым делом, ведь считала это своим призванием. К каждому животному на ферме она относилась с материнской любовью, и, надо признать, ее внимания и ласки всегда хватало на всех. Фермерша уже не могла дождаться появления еще одного жеребенка на свет. И хотя подобное происходило здесь часто, эти моменты всегда являлись для нее чем-то особенным. Наконец, роды прошли. Жеребенок получился крепеньким и здоровым. Татьяна присутствовала рядом с его матерью и помогала ей. Новорожденный почти сразу попытался встать на ноги, и после нескольких попыток ему удалось это сделать. Быть свидетелем подобного явления всегда очень трогательно. Лошадь по кличке Мила халила и лелеяла своего малыша и почти всегда находилась рядом с ним. Жеребенка назвали Кирой. Однажды Татьяна, как и обычно, покормила животных на ферме. В тот день ничего не предвещало беды, и все шло как обычно. Но к утру случилось ужасное. Взрослая лошадь странным образом лежала в загоне на сене и сильно тряслась. Эти движения были похожи на хаотичные конвульсии. Перед этим лошадь отдыхала и не имела возможности бегать по территории, поэтому ее состояние не было связано с усталостью от нагрузки. Фермеры сразу же поняли, что лошадь заболела. Маленькая Кира стояла неподалеку, пребывая в стрессовом состоянии. Жеребенок то ли не понимал, что происходит с его матерью, то ли был сильно напуган. Местный ветеринар прибыл на ферму в тот же день. Миле вкололи лекарства и оставили выздоравливать. Ее. Борьба с болезнью длилась около 2 суток. В некоторые моменты ей явно становилось полегче, и с каждым приливом сил лошадь старалась опекать своего малыша. Кира не оставалась без кормления, а Татьяна всячески помогала им в этом процессе. Время шло дальше, а лошадь продолжала пребывать в нестабильном состоянии. Это стало поводом для грусти и апатии жеребенка. Кира находилась в каком-то ступоре, и фермеры старались хоть как-то отвлечь маленькую лошадку от проблем. Они заботились о ней, выпускали на прогулку, старались поиграть с ней, но хандра жеребенка только усиливалась. Лошадка как будто все время норовила быстрее вернуться к матери в конюшню. Там ей было грустно, но спокойно. В какой-то момент случилось невероятное. В эту непростую ситуацию вклинился пес хозяев по кличке Ник. Фермеры были удивлены, ведь раньше собака не проявляла ни малейшего интереса к лошадям. Теперь же пес оказался совсем рядом. Ник вел себя осторожно рядом с жеребенком, а тот даже не выказывал ни намека на страх. Каким-то невообразимым образом они сумели подружиться с первого знакомства. Чуть позже Татьяна увидела Ника лежащим возле лошадки. Пес с интересом рассматривал жеребенка и в какой-то момент принялся облизывать его. Помимо интереса в его взгляде читалось сочувствие. Фермерша не смогла сдержать слез от увиденного. Это было одновременно мило и пугающе. Нет ничего плохого в том, когда животные дружат. Но женщина понимала, что это является предвестником какой-то беды. Скорее всего, собака чувствовала неладное. Состояние Милы не улучшалось. Татьяна боялась, что она не сможет выкарабкаться. Ветеринар приходил в конюшню еще несколько раз и однажды сказал о том, что лошадь придется усыплять. Это было очень трудным решением для всех. Доктор понял, что болезнь не отступит, а оставлять лошадь в таком состоянии негуманно. Да еще и при наличии у нее ребенка, который с рождения вынужден переживать сильный стресс. Ветеринар распорядился отвезти жеребенка в другое место. Фермеры не стали спорить со специалистом и выполнили его требования. Кира была переведена в другой загон, а пес добровольно отправился туда вместе с лошадкой.
Здорово, что у малыша появилась такая поддержка, это значительно облегчало ситуацию. Позже Татьяна попросила врача осмотреть Киру, и тот выявил у нее небольшую лихорадку. Женщина пребывала со слезами на глазах, ведь о существующей проблеме ее снова предупредил пес. В какой-то момент Ник покинул Киру и резко выбежал во двор, где находились хозяева. Пес лаял на них, что есть мочи, и как будто зазывал людей в загон к жеребенку. Возможно, этим Ник спас новорожденной лошадке жизнь. Врач оказал жеребенку необходимую помощь, но лечение нужно было продолжать. Ник оберегал Киру так, как будто это был его ребенок. К тому времени лошадка уже стала сиротой. Раньше Ник ночевал в доме хозяев, но теперь он наотрез отказывался покидать своего нового друга. Псу пришлось адаптироваться к новым условиям ночлега, но эта задача оказалась ему по плечу. Маленькая Кира изо дня в день пугала фермеров своим состоянием. Она почти не ела и отказывалась от игр. Хозяева старались не беспокоить ее лишний раз, понимая степень слабости малыша. О прогулках не могло быть и речи. Татьяна пыталась хотя бы накормить жеребенка, чтобы у него были силы для борьбы с вирусом. Судя по всему, Кира и Мила заразились одним и тем же. Мать же ребенка не смогла одолеть недуг, поскольку ее организм был ослаблен после родов. А вот малыш продолжал сражаться с болезнью. Ник тоже отказывался есть на своем привычном месте. Ему по-прежнему хотелось оставаться в загоне с жеребенком. Татьяна старалась угодить своим животным любым способом, поэтому носила еду для них обоих прямо в загон. А ее муж создал там комфортные условия для пребывания питомцев. Фермеры молились за то, чтобы маленькая Кира не повторила горькую судьбу своей матери. Им хотелось, чтобы она поправилась и вернулась к нормальной жизни. Татьяна плохо спала ночами и периодически наведывалась к питомцам. Так длилось какое-то время. Однажды женщина сумела крепко уснуть, но ее сон нарушил громкий лай собаки. Татьяна стремительно направилась во двор, прокручивая в голове самые ужасные мысли относительно Киры. И только потом она обнаружила, что наступило раннее утро, во дворе было светло и весело. Фермерша окаменела на месте от увиденного. Ник носился по двору вместе с задорной лошадкой. В ее движениях еще прослеживалась некоторая слабость, но это не помешало же ребенку участвовать в играх. Животные развлекались вдвоем, и им все было нипочем. В те моменты, когда у Киры снова просыпалась вялость, Ник подталкивал ее своей мордочкой. При такой поддержке она моментально оживала и продолжала игру. Это было удивительно. Женщина смотрела на этих счастливых питомцев, и из глаз текли слезы радости. Нельзя сказать, что жизнь маленькой Киры полностью наладилась. Для этого еще требовалось некоторое время. Но же ребенок явно шел на поправку и крепчал с каждым днем. А верный пес стал настоящим помощником для своего нового приятеля. Так Кира была окружена заботой людей и Ника. Татьяна много раз думала о том, что именно их пес спас жизнь лошадки. Без его присутствия и участия было бы туго. Когда к Кире приближались другие животные с фермы, Ник всегда был начеку. Он отслеживал их движения и всегда лаял на тех, если видел в их действиях потенциальную агрессию. Жеребенок был под надежной защитой. Так крепла их дружба. Однажды Татьяна с супругом услышали громкий лай Ника, который сопровождался странным стоном лошадки. Фермеры еще никогда не слышали от нее таких звуков, поэтому мигом бросились к животным. То, что они увидели позже, было настоящим кошмаром. За Кирой охотилась змея, а Ник перескакивал со стороны в сторону, пытаясь предугадать действия ядовитого хищника и не позволить змее укусить жеребенка. Фермеры сильно рисковали, приближаясь к питомцам, но это даже не обсуждалось. Они не знали, как действовать, но стали еще одним щитом для лошадки. Ник выскочил вперед, защищая и Киру, и своих любимых хозяев. Змеи в этой местности водились и раньше, но обычно они боялись приближаться к ферме. Сразу уползали в другом направлении.
На этот раз змея оказалась агрессивной. Фермеры боялись за Ника, ведь он был не молод. Ему могло не хватить ловкости и прыти, в том случае, если змея решит совершить резкий бросок. Ник мог легко убежать, ведь территория фермы была просторной. Однако верный пес даже не рассматривал такой вариант. Несмотря на свой возраст, он был защитником. В какой-то момент змея ринулась к жеребенку, и Нику пришлось несколько раз откидывать лапами настырного хищника, чтобы сбить его с траектории. Эта история имеет счастливый конец, несмотря на то, что змея укусила собаку. Ник оказался настоящим героем, приняв весь удар на себя. Тем временем муж Татьяны за хвост откинул змею подальше, а также предпринял все необходимые меры для того, чтобы хищник убрался прочь. Ник, в свою очередь, тоже успел ранить змею, поэтому она предпочла уползти прочь. Собаку доставили в больницу для оказания врачебной помощи. Эта схватка запомнится всем на долгую жизнь, но она все же завершилась благополучно. Теперь собаке и жеребенку ничего не угрожает. Они оба оправились от недугов и благополучно проживают на ферме у любимых хозяев. Играют и радуются жизни каждый день.